В Панаме же вроде врачам хорошо платят, говорю. Ну, в общем-то, да. Ну, вот у тебя какая зарплата, думаю, да, здрасте. Сейчас там кто-нибудь услышит, и потом Прибегут. что-нибудь из-за этого будет. Всем привет! Сегодня новое интервью. С нами Светлана, которая работает в Панаме. Сегодня расскажет о том, как она сюда попала. Скажите, пожалуйста, как вы вообще оказались в Панаме и насколько тяжело здесь документами узаконить, скажем так, работать? Ну, я приехала 30 лет тому назад. Это самое, тогда еще приезжали в основном женщины замужние за панамцами. Вот. И я тоже приехала замужем за панамцем. Если вы замужем за панамцем или там за панамкой, это другая категория и другие требования. Так что и насколько сейчас трудно сделать документы, я не адвокат и я не знаю. Хорошо. Наверное, трудно, если постоянно в группах это самое вопросы. А правда, что вот это? А правда, что вот то? Хорошо, ну мы про вашу историю давайте. Что вас вообще вдохновило стать патологоанатомом? Ну, вдохновило. Я когда наконец прошла интернатуру, и мне дали лицензию, идоноидат. Это самое. Я подумала, что неплохо было бы взять специальность, чтобы не оставаться общим врачом. Вот. Ну и это самое получилось так, что меня взяли на патологию, анатомическую патологию. Но вы сами выбрали патологоанатомию, не там. Я пыталась поступить на несколько. Патология, радиология и анестезия. Вот получилось с патологией. А где вы обучались? Здесь тут есть больница, комплеху так называемый, которая на трансисмике. То есть полноценное высшее образование вы получали здесь? Нет, я приехала с дипломом врача. Да, а в России где обучались? Здесь надо было брать специальность. Ага. А в России или где вы обучались? Не в России, в Беларуси. В Беларуси. Я обучалась в Советском Союзе. Там была другая система, я не знаю, как сейчас. Это в каком году было? Я закончила там в 89-м году. В 89-м году. И уже в 90-х, получается, при развале СССР в Панаму перелетели? В 94-м. А, в 94-м. Хорошо. И здесь вы получили специализацию патологоанатом. Ага. Это специализация. Тяжело в те годы было вообще получить специализацию иностранцу? Я не иностранка. Во-первых, чтобы здесь пройти чтобы начать интернатуру. Первое требование, почему я всегда говорю, не приезжайте сюда, если вы врачи. Потому что, чтобы здесь работать, вам надо будет ждать годы. Потому что надо натурализоваться сперва. Я уже была натурализована, я панамка. И не как иностранка. Но были некоторые специальности, не патологоанатомия, или как вы там говорите, которые брали иностранцев, но надо было подписывать письмо, что по окончании учебы назад. А в Беларуси вы работали в медицине или сразу? Да, работала пару лет. Я там была терапевт. Терапевтом? Ага. Отличие работы вот в те года, даже если сравнить от работы в Панаме и в Беларуси, сильные различия? Ну, в общем-то, да, там, в Беларуси, я устроилась в детскую поликлинику. У меня было меня поставили работать школьным врачом.
У меня было 2 школы, надо было ходить день в одну, день в другую. Там делать, практически профилактическую работу, прививки, там, осмотры детей и все такое. Ну и сидеть там. Там были постоянно медсестры. Вот. Если там кто-то заболеет или что-нибудь случится в таком плане. Вот. Так что, отличие было. Там я еще ходила в поликлинику. Иногда были приемы в поликлинике, иногда надо было ходить на дом. Вот такое. Здесь такого нет, например. После вы вышли замуж за панамца и натурализовались? Я до этого вышла замуж за панамца. То есть вы уже, работая в Беларуси, уже... Да, он тоже врач, но он приехал туда учиться, когда я уже заканчивала. Я была на 6 курсе, он приехал на 1. А вы получили гражданство еще в Беларуси, находясь? Нет. Кто там получил? По прибытию в Панаму сразу получили? Да, сразу, прямо. Это самое, я же вам сказала, годы надо ждать, годы. В вашей ситуации сколько вы ждали? В моей ситуации. Я приехала в Панаму. И у нас сперва не было денег, чтобы вообще начать какие-то документы, потому что с адвокатом или без адвоката все равно надо что-то там платить. Да. Ага. Вот. Потом, когда появились деньги, во-первых, надо было платить штраф за, как сейчас, да, в принципе, по-моему, когда люди приезжают, они туристы, это туристическая виза. Если они собираются оставаться, надо менять статус. Это уже не виза, это измена статуса. Вот. Короче, чтобы поменять статус, мне сперва дали 4 корнета или 2 или 3 месяца. Короче, год я сидела на этих корнетах, потом мне дали следующий корнет еще на год, и потом дали седулу с буквой «Э». «Э» – это иностранец. Вот. Короче, по теории тогда я с этим корнетом на год уже могла сделать разрешение на работу. Вот. Потом мне выдали седулу. И это уже все было на 10 лет. Вот. Короче, с момента получения седулы делается уже гражданство. Они там прямо в Беларуси, это все, не, дорогой мой. Это только в Иране. Как только приземлились в самолете, вы уже иранец со всеми последствиями. А пока вы ждали оформления документов, то, что несколько раз корнет получали, вы работали? Нет. Это когда, допустим, когда мне дали корнет на год, и я получила разрешение на работу, я нашла более-менее работу такую, но это было как секретарша. Мне надо было работать в одной маленькой фирме у одного весьма скандального адвоката, который помимо своей адвокатской деятельности занимался тем, что делал тезисы для тех, кто там или по лени, или по времени нету, не мог его сделать, и они там делали исследования, собирали информацию, компонировали это все, и я должна была это на компьютере. Вот. И потом я ушла оттуда и нашла другую, но тоже я не работала в медицине. Я работала это было как помощник бухгалтера. В принципе, я тут в Панаме, когда собиралась искать работу, взяла курс механографии и бухгалтерии. Вот, и мне это более-менее помогло, и повезло тоже, потому что потом еще попробую найди. А испанский язык уже в Беларуси начали учить? Да. Я сюда приехала, я уже говорила, считала, понимала. Меня понимали или нет, это уже другое, но я их понимала. Самое главное. Вопрос по поводу вашей профессии. Как выглядит вообще рабочий день патологоанатома? С чего он начинается? Да. Вы смотрели сериал, который называется «The Big Bang Theory»? Теория большого взрыва, или как это, Big Bang? Нет?
Там один из персонажей, ему более-менее задают вопрос такой. С чего начинается ваш день? Вот вы приходите на работу, он говорит, включаю кофеварку. Не, кофеварки там нет, но это самое. Рядом холодильник, да? Холодильник, да, но он не для этого. Не, допустим, в подавляющем большинстве случаев я занимаюсь биопсиями. Вскрытий вообще-то очень мало. Я сейчас в детском госпитале, вот, так что туда приходят обычно биопсии, органы, которые как это сказать? В общем, биопсии органы, которые получают от детей в ходе операции там, или самих биопсий, или там еще чего-нибудь. И это все надо смотреть. Вот. Потом когда это все смотрится, я должна писать заключение. Секретарша мне его на компьютере прописывает. Я его проверяю и подписываю. Какие уникальные случаи у вас были в работе? Запомнились вот так? Нет, уникальных много. Дело в том, что объяснять, я не знаю, как вам объяснить. Чтобы наши зрители поняли простым языком. Они не поймут. Ну, хотя бы попытаться. Не знаю, они запоминающиеся для меня, потому что там были сложные, но так объяснять, это надо иметь хоть какое-то понятие в медицине. И даже не хоть какое-то. Но у нас канал медицинский, так что можете рассказать. У нас патологоанатом не часто встречается. Ну хорошо, допустим, была почка, в которой обычно у детей Уильямс тьюмор. Это не был Уильямс тьюмор, это была педиатрик кистик нефрома. Вот. Ну, интересно. Для меня, допустим, интересно. Я не ожидала, что оно там будет. Вот. Допустим, иногда бывают опухоли, состоящие из маленьких синих клеток. Вот. Надо им делать иммуностохимика, иммунохистохемистри. Вот, потому что там может быть много разных вариантов, и надо установить какой. Ну, допустим, вот это вот. Вы за границей, вдали от дома и нуждаетесь в медицинской помощи? Доверьтесь компании «Росмедицина», вашему надежному партнеру в области здравоохранения. Мы специализируемся на предоставлении экстренной медицинской помощи и лечения за рубежом для русскоязычных граждан. Наши главные приоритеты – здоровье и благополучие наших пациентов. Мы сотрудничаем с лучшими международными госпиталями и службами экстренной помощи, известными своим высоким уровнем медицинской экспертизы и современным оборудованием. Наши услуги включают экстренную госпитализацию и медицинскую эвакуацию, медицинский туризм, а также роды за границей с возможностью оформления второго гражданства для детей. 5 причин, почему стоит выбрать компанию «Росмедицина». Первое. Лицензированная клиника с более чем 10-летним опытом работы. Второе. Встреча или проводы в аэропорт на автомобиле реанимации. Третье. Сопровождение психологом, владеющим 3 языками. Английский, русский, испанский. Четвертое. Опытные травматологи-хирурги с опытом реконструктивных операций. Пятое. Возможность получения финансовых бонусов, компенсация расходов и скидки на авиаперелеты. Если вы нуждаетесь в медицинской помощи за границей, доверьтесь компании «Росмедицина».
Медицинские специалисты сделают все, чтобы обеспечить вам максимальное спокойствие и уверенность в лечении. Подробная информация в описании под этим видео. Как вы вообще по вашему опыту, сколько уже работаете в этой профессии, справляетесь с эмоциональными моментами, с родственниками умерших, когда они приходят? Это самое... Я им не вручаю трупы. Трупы вручает специально назначенный человек, потому что это, в принципе, ответственность. Он должен сравнить это самое, паспортные данные на документах с паспортными данными на этикетке, которая прикрепляется к телу. Потому что потом выдаст что-нибудь, и потом окажется, что не то. Устраивается огромный скандал, идут в газеты, на радио, на телевидении, куда угодно. А есть какая-то статистика количества смертей умерших, вот если вот так сравнить месяц и причины? Должна быть, но это делает контролерия. Такой информацией не владеете? Нет. Я думаю, что если войти на страницу контролерии, там это будет. Но я это не делала. Какие вообще на сегодняшний день нужно иметь лицензии, сертификаты врачу, который хочет работать за границей именно в Панаме? Что ему нужно сделать? И почему он хочет работать именно в Панаме? Да, вопрос. Да. Это самое... Пошагово можете рассказать, если он все-таки хочет в Панаме? Я уже сказала, надо натурализоваться. Первое – натурализоваться. Да. Он натурализовался. Дальше. Он должен закончить здесь вуз местный или нет? Если у него, если он врач, наверное, у него уже есть диплом. Да. Но он должен подтвердить же его здесь. Это зависит от того, из какой он страны. Это самое... Если ему так хочется работать в Панаме, и он согласен ждать все это время, пока он ждет работать кем-нибудь другим или что-то в этом роде, он должен сюда ехать уже с переведенным дипломом, должен иметь вкладыш с оценками, все переведенное. Вот. Что еще? Все должно быть апостилировано. И тут он должен потихоньку это все легализовывать. По-моему, я ходила в Министерство иностранных дел, Министерство образования, вроде все. Но я приехала, у меня это все было. И должен привести программу на испанском, естественно. Ни на каком ни английском, ни русском, ни белорусском не надо. На испанском, потому что тут будут проблемы с переводом. И еще если с русского на испанский можно перевести, хотя бы потихоньку, хотя эта программа вот такая вот. С белорусского на испанский, допустим, я читала тут в группе, кто поможет перевести с белорусского на испанский? Желающих нет. Да. Потому что переводчик должен иметь тоже лицензию и печать. Без этого, я сама могу перевести, но поставить печать я не могу. У меня ее нет. А как давно сами были в Беларуси? До пандемии. До пандемии. Как считаете, насколько сильное различие медицины Беларуси и Панамы? Откуда я знаю? Может, вы в Беларуси, когда находились, с коллегами общались, с кем учились, нет? Вот то, что вы рассказали, все-таки, если есть желающий, который хочет в Панаме работать врачом, может ли он поступить так, что он выходит в брак, замуж, либо женится за панамку, и в течение 3 лет же, нужно в браке быть, чтобы... Так все равно хорошо жениться. Во-первых, брак надо зарегистрировать тут, и надо находиться тут надо, и когда ты зарегистрировал, или ты можешь улететь с женой? Я думаю, что тут. А вообще надо взять адвоката и разговаривать с ним на эту тему. Потому что здесь все эти миграционные вопросы улаживаются через адвокатов. Допустим, адвокат
может дать это самое, ПОДР, я не знаю, как это по-русски. Делается лист такой, где я подписываю, что адвокат может за меня представлять и делать за меня все, что положено делать. Подписываю я и подписывает он. Вот. И, допустим, я с этим могу идти и отдать документы сама там, ну, где могу. Но потом все равно это самое. Меняется статус и первое время, пока там они будут давать карнеты и все это, они будут приглашать в миграцион и проводить собеседование. Вот. Ну и там спрашивают такие мелочи, чтобы установить, вы живете вместе на самом деле или нет. Там какого цвета занавески, какого цвета, не знаю, простыни, щетка или что там кто ел на обед вчера. Вот такое вот все. Поэтому... Какие новые технологии используются вообще в вашей профессии? Новые технологии, в принципе. Ну, медицина же развивается у нас, да? Развивается. Используется новая аппаратура, новая диагностика. А вот в вашей сфере профессии что-то новое, оно совершенствуется? Как происходит? Я думаю, что вот сейчас потихоньку адаптируется уже построенный Ciudad de la Salud. Это медицинский комплекс, который за городом. Он самый новый, там, по крайней мере, собирается устанавливать самую новую технологию. И посмотрим, что там будет в патологии. А чем они планируют заниматься, этот комплекс за городом? Чем все медики занимаются. Там кардиология, кардиохирургия, нейрохирургия, что там еще. Туда переводят потихоньку этот детский госпиталь, в котором я сейчас. Там перевели консультацию. Так оперируют пока еще в старом госпитале. Вот. Я там была, его видела, он очень красивый, по крайней мере, снаружи. Физиотерапия, там большое здание. Ну что-то усовершенствованное будет для работы патологоанатома там? Я думаю, будет. А умерших вообще тут как, кремируют или хоронят? Это кто как хочет. То есть есть выбор? Это самое. Тело принадлежит родственникам. Они будут им распоряжаться, как им захочется. А вот умершего привозят на машине скорой помощи или специальная труповозка? Что за служба этим занимается? Привозят, да. Или увозят? Тело, да. Ну, когда человек погиб, либо умер, его привозят же к вам, морг. Его на какой машине? Если он умер где-нибудь в зале, при госпитализации его спускают на каталке и укладывают в холодильник. Это если больница. Ага. А если не в больничных условиях, на улице? Если не в больничных условиях, если он умер на улице, в каких угодно условиях, его везут в морг Министерства внутренних дел. Это специальная служба этим занимается? Ага. Да, потому что это насильственная смерть. Кто умирает на улице, это считается насильственная смерть. Даже если сам допустим, шел. Привезли в Урганче, и он там умер, это насильственная смерть. Его должны отправлять в этот морг Министерства внутренних дел. И там есть персонал судебной медицины, которые занимаются вскрытиями таких людей. А как они закрывают дело, потом передают вам тело? Они мне ничего не передают. Я с этим делом не имею. Все, значит, это полностью остается у них до конца? Да. Вы только занимаетесь больничными пациентами? Ага. Есть какая-то информация, которую вы хотели поделиться с зрителями? Какую бы рекомендацию дали новым врачам, которые рвутся, ищут что-то новое, переехать, работать за границей? Стоит ли это вообще делать, либо нет? Ваше мнение личное? Не знаю, рвутся.
Они именно сюда рвутся. Я спрашиваю про Панаму, потому что у вас есть опыт работы в Панаме. Я вас про Бразилию не спрошу, про Аргентину тоже не спрошу. Именно про Панаму. Ну, это самое, пускай исследуют разные страны и посмотрят, где им больше подходит. Потому что, вы меня извините, но это самое, здесь еле-еле 4 миллиона населения во всей стране. И сюда не может приехать миллион врачей и прямо сию же минуту начать работать. Это как в Израиле, когда приехали одни врачи, это самые инженеры и все такие прочие. Закончили работать кем? На стройке. Но здесь строители берут. Хороший вопрос. Вот такие рекомендации от Светланы. Думайте, решайте сами, лететь, ехать, приплывать ли стоит в Панаму. Всем спасибо за просмотр и до новых встреч.